И снова с вами канал Мы Дачники. Думали ли вы когда-нибудь, что можно приготовить из простых котлет кулинарный шедевр? Оказывается, можно. Давайте будем ваять. Здесь у меня фаршик, картошка очищенная сырая и одна луковичка. Здесь у меня небольшой кусочек моего быстрого хлеба, ссылку на него вы увидите на экране, замоченный в горячей водичке. Сливки нам тоже будут нужны. Вот такая вот приправка. Ну и растительное масло, чтобы жарить котлетки. Ну, соль, естественно, перец и все специи по вкусу. Сейчас на мелкой терке надо натереть лук и картошку в фарш. И затем тщательно перемешать вместе с замоченным хлебом. Все ингредиенты в фарш добавила. Фарш может быть любой. У меня смесь свиного с куриным. Где-то примерно полкило в общей сложности фарша. Картошечка потерта. Мягкий хлеб, кусочек тоже я положила. И потерла небольшую луковичку. Также у меня вот здесь вот сушеный чеснок, пол чайной ложечки. Ну, это перец. И теперь вымешиваем фарш до эластичности. Естественно, подсаливаем по своему вкусу и добавляем водички, чтобы фарш был эластичный. Так, сковородка у меня уже разогревается с растительным маслом для котлет. Фаршик вот такой вот эластичный, мягкий, очень получился. Сейчас мы влажными руками формируем небольшие котлетки и просто обжариваем их с двух сторон. Их не надо доводить до готовности, просто обжарить. А затем я перекладываю в свою помощницу мультиварку все котлеты, а затем буду делать сливочный соус для них. Сейчас моя мультиварка стоит на прогреве, а вы, в принципе, можете в любую другую кастрюльку котлеты поместить, но только с толстым дном. С двух сторон котлеты должны быть доведены до такого румяного состояния. И перегружаем в любую кастрюльку с толстым дном или мультиварку. Так, котлеты у меня все уже сложены в мою мультиварку. Пока стоят на прогреве. И пока они прогреваются, я буду делать заливку. Полстакана муки я просеяла в удобную емкость. Сейчас добавлю 250 грамм 10% сливок. Ну и приправы по вкусу. Я буду добавлять зелень укропа, овощи любимые, чеснок и перец черный. Все это тоже по вкусу. Ну и собью все погруженным блендером. И затем добавлю в котлеты. И поставлю программу мультиповар на 15 минут. 100 градусов стандарт. И, конечно же, лавровый лист, пару листочков. Все у меня уже добавлено в мисочку. И погруженным блендером работаем. И по мере необходимости где-то вот добавляем 250 мл обычной воды сюда. Программу мультиповар я уже выставила. Ну и заливаю постепенно соус в котлеты. Так, 2 листика лаврушки у меня уже плавают. Закрываем крышку и идем по своим делам. Ну вот, дорогие друзья, котлеты готовы. Такие вот они получились. Очень нежные, очень мягкие. Очень. И даже с подливкой получается. Я сделала пюре, гарнир. Ну и давайте сейчас их посмотрим. Абсолютно нежные. Я вот так вот ножиком. Готовились всего 15 минут. Я вот ножиком разделяю просто. Очень вкусное нежное мясо в сливочном соусе. Деткам очень понравится, если вместо свиного фарша просто делать из куриного фарша. Более диетическое блюдо получается, конечно, жирненькое. Как раз вот маленьким деткам до года такое мяско можно давать. А на этом все. Всем пока-пока, приятного аппетита!